Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Неожиданности, неожиданные события или, возможно, это будут неожиданные новости. Это то, чего мы где-то не ждем. Может быть, и какая-то правда откроется, или это будет связано с тем, что к вам человек какой-то заявится и сообщит какую-то новость, или когда какая-то внешняя ситуация тоже для вас может принимать неожиданный оборот. Но для того, чтобы вы сориентировались, насколько вам подходит наш расклад, мы выполним сигнификацию. И первое, что первый ряд, который мы выложим, спросим, кто же вы, что о вас нам расскажут карты, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Итак, кто же вы? Пятерка кубков. Ну, конечно, у каждого свои разочарования, да, у каждого свои, ведь это карта, когда мы либо удручены чем-то, или когда мы предполагали, что какое-то дело, ну, вот примет один оборот, а тут возьми, да все перевернулось. Может быть, для кого-то из вас чаще всего пятерка кубков, кстати, мелкая карта, любая пятерка – это недостаток. Вот тут позитива недостаток в первую очередь. Ну и понятно, у каждого свои причины. Может быть, это и личная жизнь, может быть, и вопросы работы. Вот давайте мы спросим, с чем это связано? М, Тут прям конкретно персональная карта, король мечей. Конечно, опять же, нам конкретно не сказали, но это может быть, как, допустим, высокий чиновник, или какое-то дело, которое касается или лежит на грани того, что вы считаете по праву принадлежит вам. И, может быть, оно и по праву, и оно так и на самом деле есть. Но вы столкнулись с каким-то противодействием. Вот здесь явно есть противодействие или недоразумение, когда двое не смогли услышать друг друга, договориться. Пусть даже это связано с какими-то инстанциями или с какими-то ситуациями, когда, ну, для вас, может быть, и правда какая-то открылась совершенно недавно, и вы понимаете, что, ну да, я к ней не готова или не готов, перекладывайте на себя. Но на самом деле это обстоит вот именно так. И себя нужно уговорить на то, чтобы принять новую реальность. У кого-то может быть и так. И я допускаю, конечно, если мы так немножко обернемся в сторону гороскопов, кто это может быть, король мечей, это знаки зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть, это вы столкнулись с данным человеком, да, или, может быть, человек, кстати, имеет асцендент. Иногда асцендент на нас влияет, ну, так, более даже насыщенно на нашу жизнь, ну, на нашу даже траекторию движения или на наше поведение. То есть это, в общем-то, люди, которые, ну, они на своей все же волне, да, они быстры умом, они умеют быстро как-то перестроиться. Может быть, по этой карте и есть такой человек, который, ну, с ним вы попытались договориться или вы попытались установить какой-то диалог, но, видимо, он зашел в тупик. У кого-то из вас, может быть, это была ситуация из прошлого, но я должна сказать, пятерка кубков присутствует, значит, либо нерешенный вопрос в высоких инстанциях, или пусть в любых инстанциях. Может быть, иногда, кстати, и просвещение может быть, как сфера просвещения, да. Мы тоже хотели, может быть, кто-то куда-то поступал. Вот я такое могу даже предположить. Или хотели получить какой-то документ, сертификат, например, да. Но тут что-то, скорее всего, с первого раза не пошло, или нам, может быть, так тоже бывает, как судьба закрывает путь. Вот явно что-то хочется продолжать вам, а тут либо есть буква закона, либо какой-то человек конкретный, с которым не получается договориться. Может быть, это и, знаете, ну, иногда проходят по королю мечей люди в погонах. Или люди, которые занимают должность, и у них даже, вот как я часто говорю, длинные руки. Имеется в виду сферы влияния, мера ответственности. Да, и вот в своих рамках или в рамках собственных полномочий человек призван что-то осуществлять.
И ни меньше, ни больше он сделать не может. Он работает буквально по приказу. Иногда, мои дорогие, проходят и врачи. Тоже работают по приказу и даже по протоколу, как бы это кого не удивляло. Но у кого-то протокол может быть и юридический, может быть и судебный какой-то. Вот есть разбирательство. И в связи с этим нашла коса на камень. Мы не можем никак договориться. Давайте посмотрим. Пусть нам карты раскроют, с чем это связано. Каким-то образом это нарушает ваше благополучие. Это нарушает ваши планы. Правда, у кого-то еще пока, может быть, в процессе находится согласование по части вашего жилища. Иногда четверка жезлов обозначает именно место нашего пребывания. И тут у каждого по-своему. Может быть, это временное место пребывания, в котором вы находитесь месяцы какие-то, да, или, может быть, и годы. Вы планируете куда-то переезд. Или это вопросы по части вашего дома даже, да. И тут тоже какая-то внутрисемейная ситуация, которая, ну, невозможно договориться. Каждый опять же на своей волне. И кто-то из окружения явно непримиримый. Но вот то, что касается нашей надежности или, как, знаете, нашей цитадели, места безопасности и одновременно где-то, может быть, и финансового положения. Вот то, что для нас означает праздник после победы, как вот эта карта. Тут есть какие-то нерешенные, несогласованные темы, когда вы чувствуете, может быть, кто-то, земля уходит из-под ног. И вы знаете, мои дорогие, карта Иерофант. Ну вот, может быть, нам что-то и не нравится, но я так думаю, что мы ведь смотрим на вас, вы действительно сейчас понимаете. Вот меня смотрят реалисты. Вы понимаете, что да, если мне судьба закрывает куда-то путь, скорее всего, мне туда не надо. Где-то эмоционально вы себя пытаетесь настроить на то, что мне нужно рассматривать альтернативные варианты и быть готовым к неожиданностям. Вы можете сами чувствовать, я во власти судьбы. Может быть, вы где-то и ожидаете, и я должна сказать, меня смотрят явно оптимисты, потому что вы все равно какие-то, это не то, что вы знаете, полный крах. Нет, нам об этом не говорят карты. Ничто пока не завершилось. То есть что-то будет продолжено. Но, скорее всего, нам как по судьбе нужно что-то переиграть, доизучить. И у кого-то буквально, может быть, изучить, как в отношении вас работает закон. Вот есть какая-то конкретика, посмотрите. И, кстати, эмоции, вот одна эмоциональная карта – и то, правда, с знаком минус, ну, значит, не получилось что-то обустроить. С одной стороны, уже есть понимание, что, ну да, сколько ни педалирую какую-то ситуацию, но она не пойдет, как, опять же, высшие силы препятствуют. Может быть, и вы какое-то дело приступали к нему и 2, и 3 раза, да, вот даже не один, а оно все равно в какую-то стену упирается. И это вас заставляет задуматься, что, ну, как есть какой-то момент ограничений. Вам всеми силами хочется стабилизировать обстановку. Кто-то по работе, мои дорогие. Может быть, кстати, раньше было взаимодействие с конкретным человеком. И у кого-то даже по части личной жизни может быть такая история, что и дом был полная чаша, и все, в принципе, было хорошо. Но вот какие-то произошли события, когда это все нарушено. И карта Иерофант будет говорить, что теперь тебе нужно свое благополучие, как в новом формате отстроить. Может быть и так. Давайте я еще одну карту достану. Ну, тут нам не только оптимисты показаны и сильные люди, а те, которые готовы к неожиданностям. Карта мага. Вы, кстати, можете делать выводы, что да, вот тот человек, с которым я столкнулась или столкнулся, может быть, действительно у кого-то вопросы в суде, вопросы с конкретными персонами, которых я обрисовала, или пусть это начальство на работе, какие-то, ну, как инстанции и руководители, которые, ну, призваны решать какие-то вопросы, но там тоже вот не все так гладко. Но вы видите все равно для себя какие-то перспективы. И самое главное, вы готовы к неожиданностям. Мы ведь смотрим на неожиданности. Когда выпадает карта мага, для него неожиданностей не бывает. Он, в принципе, великий практик, и он настроен на эти неожиданности. Более того, они его даже завораживают. Это, знаете, такой своеобразный, необычный интерес, именно интерес, никаких эмоций вот по этой карте. Вообще эмоций нет.
И нет, может быть, и каких-то приятных чувств, вот таких, как по четверке жезлов. Они были когда-то. Но сейчас, видимо, та реальность, в которую вы окунулись, она вас заставляет быть вот этим самым практиком. Здесь чего-то нужно не упустить. У вас 2 старших аркана. Вы теперь, скорее всего, понимаете, что да, в жизни есть разочарование, но я теперь как и во власти судьбы, но я абсолютно точно уверен, что я смогу как-то с этим провзаимодействовать. Вот есть, нам не сказали, карты конкретики не дали. 2 старших аркана лишь говорят, что и сейчас, и, может быть, до этого влияли внешние события, какие-то новости. У кого-то, может быть, и военные действия, у кого-то это может быть сопряжено с невозможностью получения документа, какого-то согласования. И тут документы самые разные. У кого-то это будет касаться учебы и невозможность переезда. Может быть, невозможность получить визу, у кого-то невозможность совершить платеж. Все-таки по иерофанту проходит, ну, пусть не буквально финансы, но иерофант, как известно, нищий не бывает. Если мы говорим, благополучие нужно в новом ключе отстроить. Поэтому вполне вероятно, что такое финансы. Деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Скорее всего, для вас такая какая-то многоходовочка или многозадачность. И здесь приходится держать марку, держать осанку на любых поворотах. Хорошо, ну тогда давайте с вами спросим. С чем связаны такие ощущения? Я-то думала, нам карты расскажут больше, ну, конкретики дадут какой-то по именно то, что происходит в вашей жизни. Тут меняется что-то в жизни, да? Нам показали вашу сильную позицию, и я бы сказала, перемены будут продолжаться. Но тем не менее, что же вот вокруг? Что это происходит по этим 2 картам? Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? А вот смотрите, вы могли получить какую-то новость неожиданную, или вы ее вот-вот получите. И причем это та новость, которая, правда, тут внезапно. И, может быть, вам придется, или вам уже пришлось, вы с чем-то подобным столкнулись. Мы ведь смотрим как бы на моменты здесь и сейчас. Может быть, это вот, если вы столкнетесь с такой новостью, это буквально, ну, совсем скоро. А может быть, это была ситуация ближайших дней, прошлых дней. Но ближайших это не когда-то давно, когда, ну, как мир перевернулся, или это каким-то образом нарушило ваши планы. Что же еще? Возможно, это касалось, правда, у кого-то личной жизни. Или каких-то прежних согласований. Скорее всего, посмотрите, туз монет. Основная тема все-таки финансы. И не случайно четверка жезлов, а основа, конечно, туз пентаклей. Вас, мои дорогие, пытается пространство Вселенной как перестроить в другой формат. Тут действительно это все не случайно, неспроста. Может быть, вы думали, что ну это какая-то ерунда. Или ну это вот сейчас какой-то мелкий нюанс, а потом это все разберется. А этот мелкий нюанс оказался просто началом каких-то очень важных событий и перемен. У кого-то была как внезапная новость, а потом, может быть, еще вам после этой новости пришлось, ну, контактировать с какими-то людьми или составлять, подписывать какие-то документы, получать важные бумаги. Здесь и вам еще, может быть, пришлось какие-то делать действия, которые касаются по поводу финансов, может быть, платежи или как-то перестроить обустройство или перестройка собственного личного дела, бизнеса, творчества, работы. Может быть, и на работе происходит что-то подобное, когда меняется руководитель. Но вот есть какие-то перемены такие глобальные, мои дорогие, и мы их не можем отменить. Мы никогда не отменим ни карту Иерофант, ни карту Мага, потому что, ну, где-то нас вынуждает ситуация увидеть ее с другой стороны, как будто научиться жить по-новому. И для этого одновременно по судьбе вам даны неограниченные возможности. Но ведь это то, что в тени. Нам это нужно увидеть еще. Вот давайте мы узнаем, так с чем же это связано или с какой сферы жизни? Еще один старший аркан не хотят нам карты прояснять. Видимо, ну правда, смотрит меня большое количество людей. А у каждого своя история.
Но по нулевому аркану, может быть, вы и столкнулись даже с глупостью человека. Вот, кстати, все-таки это аркан дурака, конкретно. И в этой колоде у нас, знаете, так прописано. Идет женщина в белых одеждах, громко стучит в бубен и громко поет песни. То есть явно какое-то нелепое поведение. Вот вы могли столкнуться с какой-то историей человека, который, ну, вел себя как дурак. Вот правда, то что тут добавишь? И вы понимаете, что он, может быть, или действовал по незнанию, или он какую-то глупость совершил, но каким-то образом. Вот вы оказались в гуще событий. И, может быть, это, я допускаю, и ваше какое-то не совсем правильное решение, поведение. Может быть, вы в чем-то допустили ошибку, и вы себя сейчас корите. Вполне вероятно. Но мы люди 100 раз ошиблись, еще раз, увы, 150 раз ошибемся. Поэтому нужно себя уметь быстро прощать за ошибки, отпускать. Вот есть такая фраза, да? И идти дальше. Что же нам еще расскажут? Ну, вообще-то это жизнь с чистого листа. Но, видимо, как мы будем дальше взаимодействовать с тем, что к нам приходит в виде информации, событий или взаимодействия с людьми. Но я тут вижу, тут какая-то была и действительно неожиданная история, которая была связана с тем, что, возможно, вам куда-то пришлось быстро собраться, куда-то отправиться, и это было связано либо с человеком, либо с каким-то делом, с некоторыми договоренностями, и, может быть, тут и вовлечены бумаги, документы одновременно, но и еще и это, знаете, вот как по нулевому аркану. С одной стороны, вы понимаете, как, насколько сейчас меняется жизнь. А у кого-то банально это было связано либо с ошибкой вашей, либо вы оказались втянуты в какую-то историю по чужой глупости. Вот я такого, кстати, тоже не исключаю. И теперь мы по четверке кубков замерли. Вот я могу сказать, то, что случилось и произошло, оно вас выбило из колеи. И вы теперь, вот знаете, как ни вправо, ни влево, сижу и думаю. Вот вообще, как мне себя, может быть, в кучку собрать, как это мне, ну, дальше чего ожидать, да, или как разовьются события. Или я, вот даже если какая-то, может быть, это вы из благородных намерений кому-то помогали, но сами-то вы какой-то, понимаете, нет, скорее всего, тут был явно ляпсус. У кого-то эта ситуация связана с деньгами или с какими-то денежными тратами. Вот вы или дали себя на что-то уговорить, или когда вы представляли, ну вот, может быть, и мир в одном свете или как в одном формате, ключе, а тут для вас жизнь повернулась совершенно другой изнанкой. Хотим мы, не хотим, но, видимо, такой урок жизни нам определенно необходим. Вот теперь давайте мы перейдем. Так что же случится или произойдет, как неожиданности? Вот смотрите, вам, видимо, может быть, даже такого рода сложные события были необходимы, чтобы иллюзии закончились. Мы тут могли, знаете, пребывать где-то даже в таких мировоззрениях, когда все люди братья. Мы где-то утратили связь с реальностью. Нас к какой-то конкретике. Жизнь как будто носом сталкивает, правда? А у нас сейчас, ну, совсем скоро, 23 числа, Солнце входит в знак Девы, критическое мышление. Поэтому, ну, мы можем, кстати, эти транзиты чувствовать немножко загодя. И вполне вероятно, кто-то уже за несколько дней ощущает, что нет, я как-то тут неправильно отношусь к тому, что происходит вокруг, или к некоторым людям. Вас жизнь заставляет пересмотреть как и людей, так и отношение к ним. Ну, еще и какие-то, скорее всего, есть вопросы, которые касаются важных бумаг, согласований или взаимодействия с законом. Может быть, и законы меняются. Вы понимаете, вот какой, наверное, важный выбор по магу и по иерофанту. Я каждый раз упускаю что-то главное. Вот вы можете думать. Или вот, может быть, глядя на наши карты, вы теперь приходите к выводу, что ведь и правда. Вот реальность, она уже в другом ключе. А я, как, знаете, быстра задним умом. Ну, мы все быстрые задним умом. Когда уже случилось что-то, а потом мы начинаем думать и сами себе говорим: Господи, елки-палки, а где твои глаза были? Ну, ведь бывает такое в нашей жизни. И вот что-то подобное происходит. И тем не менее нам приходится теперь адаптироваться.
Хорошо. Если вы даже чувствуете, что что-то будет меняться. Но вот смотрите, для вас это было, наверное, совершенно необходимо, чтобы вы научились себя сохранять, себя. И если нужно, вовремя говорить «нет», чтобы вы были более конкретные, не зависали, как вот в предыдущей семерке кубков или вот в такой девятке мечей. Карта, когда мы не видим, опять же, реальности. Она у нас искажена. Ну, научились себя сохранять. Вокруг вас хитрят. И, может быть, вот этот манипулятор по магу такое тоже бывает. Вы и еще наперед можете столкнуться, мои дорогие, с какими-то неоднозначными событиями. Держите руку на пульсе. Вот, наверное, все карты, посмотрите, какие только можно было. Ну, не самые положительные. Для чего это было нужно? А вот для чего. Учи себя сохранять. По семерке жезлов, знаете, у нас должен быть всегда запасной аэродром. Или какое-то пространство, прежде чем мы опомнимся. Или прежде чем мы подумаем хорошо, нам нужно говорить «да» кому-то или наоборот сказать красивое «нет». Или, может быть, выкрутиться, выйти сухим из воды даже из какой-то ситуации, обстоятельств. Нам нужно что-то точно продумать. А здесь вы находитесь постоянно, вас кто-то теребит. Вас ну, условно, кто-то использует, извините. Ну, такое бывает по семерке жезлов. Тут вот эти вот все жезлы, они направлены на человека, чтобы он либо с чем-то согласился, или он кому-то помог, или в чем-то проучаствовал. Вот понимаете? А нет как будто и минуты привести мысли в порядок и подумать, а вообще, ну, это мне надо или нет? И в итоге уставшие люди делают ошибки у кого-то из-за усталости. Ну, буквально уже боишься глаза открыть. Вы где-то пребываете в таких, может быть, и мыслях. Я уже надеюсь на лучшее, но, в принципе, я уже готов к тому, что еще какой-нибудь сюрприз будет. Но, видимо, вот таким непростым способом вас карты учат. Может быть, где-то подходить более мудро к тем или иным новостям, ситуациям, включением в какие-то дела, вопросы. Ну и к тому, что люди хитрят. Поэтому и самому и мудрым, и хитрым быть, и никто не знает. Где у нас начинается мудрость и заканчивается, и начинается уже манипуляция и хитрость. Вот смотрите, четверка монет у нас выпадала. Четверка, но это жезлов. Ваша задача себя сохранять. И действительно у кого-то по аркану император взаимодействие с законом, сильными мира сего или с каким-то порядком, регламентом, с представителями власти. И вам, мои дорогие, это еще предстоит. Предстоит отстроить свое благополучие с новыми критериями. Вот где-то к этому приготовьтесь. Но меняет выпавшие карты наш расклад. Ну, давайте тогда перейдем. Так что же неожиданного? С чем вы еще столкнетесь в ближайшее время? Что неожиданного произойдет в вашей жизни? Нам уже сказали, что неожиданности, ну, как спешат в вашу жизнь. У вас период может быть такой перемен. Ну вот приготовьтесь к тому, что вы должны как будто для себя самого или самой быть легкими на подъем. И может быть действительно придется куда-то собраться, быстро отправиться. У кого-то это будет, как его величество, случай, не случайная случайность. Вам для кого-то из вас такое может быть. Придет какая-то новость, когда вам придется перестраивать свой бизнес, перестраивать работу, изучать что-то по части, ну я так даже астрологически, и, ну и, наверное, то, что в мире происходит, мы ожидаем, что, да, электронные системы взаиморасчета вот такие в общем таком мировом глобальном масштабе будут меняться. Поэтому нам тут тоже нужно, может быть, и изучить, но и где-то адаптироваться. Не без этого адаптация по двойке идет. Игра с деньгами. И карта нам говорит, сохраняй деньги. Да, там что-то будет меняться в денежной системе. И твоя задача как жонглера подбросил пентакль, поднял, да, поймал точнее, или второй тут же подбросил и поймал. Хотя карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. То есть все равно какая-то перестройка или нестабильность, но нам приходится в этом научиться плавать. Вот приготовьтесь к этому. На кону ваше солнце, мои дорогие. В неожиданностях какие-то альтернативные возможности. Все то, что я сказала. Будьте легки на подъем. Не случайная случайность может вам открыть совершенно новые возможности. Причем это то дело, эта карта выбора,
правильного направления в неожиданных событиях у вас на кону. Солнце. И, скорее всего, то, что, как и правда, может быть, какая-то откроется, или пусть предложение, а оно поначалу, вот как двойка пентаклей. Это ж ведь что-то такое, знаете, может казаться невзрачное, малозначимое, вообще какая-то ерунда. Мы можем даже мимо пройти и не заметить. Или приходит новость какая-то к вам на порог, вам надо ее додумать. И если это каким-то образом связано с вашим благополучием, с деньгами, согласованием или перемещениями, будьте внимательны. Это все то, что проходит по двойке пентаклей, а на кону солнце. 6-8 месяцев последующий период вы будете активно заниматься вот такими вопросами. Ладно, что же еще неожиданно случится или произойдет? Да ведь правда. Посмотрите, ну мы говорим сделать деньги. И если прежде был вот какой-то разочаровывающий период, был вот этот праздник после победы, да, а потом тут что-то произошло, мои дорогие. И вот теперь туз пентаклей – это возможность, помощь высших сил, но это еще как зернышко, из которого мы будем выращивать денежное дерево. А вот девятка кубков здесь по максимуму. Причем девятка по нумерологии – это перемены. Поэтому еще какие-то перемены вас ожидают. Но это перемены в благополучии. Может быть, кто-то даже это благополучие вынужден отстраивать с нуля. Но вы сильные люди. Вам действительно еще и высшие силы помогают, может быть, ну, даже если вы какие-то ошибки на первых порах совершаете. Не костерите вы себя, мои дорогие, правда? Не ругайте. Сделайте выводы и идите дальше. Потому что, когда мы новый жизненный этап, как вступаем в него, больно нам там известно, как оно разовьется дальше. Ошибки какие-то неизбежны. Может быть, и жизнь заставляет, ну, где-то и ошибиться, но все-таки продолжить свой путь. Сделать выводы, как я сказала, и вперед. Потому что по девятке кубков это вообще другое качество жизни. И у кого-то это будут вопросы и ближайшего окружения, на полгода, на 8 месяцев, вопросы вашего дома и конкретно финансового достатка. Здесь вам как помогают, а начинается все, ну, никак или невзрачно, с двойки пентаклей. Мы ведь можем этого не заметить. И я говорила, пробуй, пока не получится. Может быть, кому-то из вас и правда придется и учиться, и что-то пробовать. Потому что что-то может не пойти сразу. И, видимо, настойчивость ваша все-таки будет важна. Жонглером тоже придется быть. Где-то какой-то период вам придется быть более прижимистым в плане трат. Вот это как будто необходимо. Потому что события будут с этим связаны. Ладно, так что же еще неожиданно случится или произойдет? Вы можете оказаться среди тех людей, которые, с учетом аркана Иерофант, которые стоят на другой лестнице иерархии. Или контакты будут с теми людьми, причем контакты успешные, с теми людьми, но которые не были вашим ближайшим окружением, мои дорогие. Вы их тоже можете оценивать так, знаете, ну, как непонятно, как к нему относиться. Может быть, где-то это будут те люди, которые для вас как неопознанный объект, ну, вот как нулевой. Непонятно, да, что это? Или глупость какая-то, или, ну, новые отношения. Могут и отношения быть новыми, кстати, встречи, причем в каких-то неожиданных моментах судьбы. Может быть, это вы занимаетесь работой, обучением. Кто-то поехал в инстанцию решать вопросы, и там произойдет какое-то знакомство. Но, мои дорогие, добрые энергии идут на ваш порог. И нам карта говорит, рыцарь кубков, успевай вдохновиться моментом. У вас просто выпали много таких карт, как я сказала. Но все, что могло со знаком минус, наверное, выпало. Да, вас жизнь пытается увести от каких-то разочарований. И вы знаете, пусть даже нас в определенный момент что-то радует или нас что-то вдохновляет, для вас это необходимо. Не время сейчас нам говорят, вот мы будем 6-8 месяцев только отстраивать еще свое благополучие или перенастройки какие-то свои собственные, да, производить, потому что жизнь вокруг меняется, опять же старший аркан, но для вас-то больше позитивов, буквально больше выгоды. Но для этого нам и самим нужно быть на какой-то позитивной ноте или позитивное отношение к жизни. И пока
и еще какую-то далекую траекторию ты не задумывай, потому что все будет меняться. Вот эти добрые энергии нам не говорят успокоиться, а только вдохновиться моментом. И это где-то неожиданно. Значит, какая-то радость скоро будет в вашей жизни. Ваша задача в ближайшем будущем, вот если и была вот эта вот, да, пауза, или как вот человек, посмотрите, скрестил руки на груди, словно я в домике. Не хочу ни видеть никого, ни слышать. И все мне уже надоело. И вот вроде бы нам, кстати, в этой колоде 3 полных кубка показаны. Обычно немножко по-другому рисуются, да? Пустые кубки или там сколько-то пустых. А здесь, посмотрите, 3 кубка полных. А вот, кстати, животное. А вот эта миска, она как будто пустая. И ведь явно она не предназначена для человека. Но он почему-то, ну, вот так подзастрял, потому что ему хочется или ему по какой-то причине важно, чтобы еще и эта миска была наполнена. Ему ангел преподносит взамен пустой миски полный бокал, но он опять же этого не видит. Понимаете? Мы сами можем закрываться от мира по этой карте. А по тройке мечей я всегда говорю, это карта выздоровления. Но только от вас зависит. Вот обратите внимание, как будто молитвенник, да, в руке каждого персонажа на карте, ну и руки скрещены на груди. Мы закрывались, может быть, предыдущий какой-то период от мира. Вы знаете, тут нельзя застрять. Нельзя даже застрять в каком-то, ну, как в 4 стенах, в домашнем пространстве. Здесь для вас нужно впускать и новых людей в свою жизнь, несмотря на то, что, может быть, были у кого-то разочарования, у кого-то предательство. Вот, кстати, первая карта, 5 кубков, иногда об этом и свидетельствует. У нас тут вообще интересно, посмотрите, сам Иерофант как будто плачет, разочарован. Его утешают. И нам говорят, тут 3 кубка полные, тут уже 4, ангел сам. Вы понимаете, вас выводит из какого-то тягостного состояния высшей силы. Какую-то историю нужно завершать. И идти опять же дальше. Даже если вы на ближайший момент, ну, не знаете даже, с чего начать. Начните с действий. Начните с того, что вы завершаете одиночество. Переведите какой-то минусовый опыт, ведь это карта выздоровления и здорового равнодушия. По тройке мечей вот это раненое сердце, оно было когда-то. Теперь оно уже перестало болеть, оно заросло. Но мы все время прокручиваем какую-то прежнюю историю. Ну и, конечно, пока мы сами как оживляем заново, реанимируем в собственных даже мыслях какие-то прежние ситуации. Ну и место занято чему-то более позитивному. Вот для вас пытается пространство как дать больше силы или придать вам больше силы и уверенности, вот чтобы вы поняли, что вы на самом деле маги. Магами не рождаются, ими становятся. И хочу пригласить, раз тут нам такую непростую ситуацию раскрывают карты, найти книгу. Это Всеволод Соловьев. Есть, ну, как бы идеология. Первая книга– это «Волхвы», а вторая– «Великий Грузенкрейцер». Я на своих прежних каналах, предыдущих основных, иногда, ну, тоже упоминаю об этой книге. На мой взгляд, Соловьев прописал самый лучший вот как бы образ мага. Какой сложный путь человек прошел, как тяжело ему, ну, даже детство, насколько было тяжелым, сложным, сколько он совершил в своей жизни, ну и путешествий, ну и сколько преград ему пришлось преодолеть, как долго он пребывал вот в таком, ну, где-то замкнутом состоянии, или когда он отгородился от мира, ну, не совсем, а потому что он выбрал для себя как вот одну какую-то стезю духовную, потому что он понял, что ему никто не придет на помощь. И если у других людей есть на что опереться, а у него нет. И в конечном итоге это путь к любви. Это очень сложная история, но вот именно путь мага. Главный герой Захарьев Овинов. Перейдите, прочитайте. Вот я не в размере или не в формате нашего видео об этом подробно говорить,
А кто читал со мной, согласится. Но это правда. Иногда подобное, когда мы читаем книги, мы понимаем, что мы не одни в какой-то очень сложной, какой-то разочаровывающей ситуации. Что, ну да, даже литература нам очень часто передает вот эти переживания. Ладно, в неожиданностях мы поняли, к чему все идет. Давайте спросим. К чему вам даны будут эти неожиданности? К чему же это все идет? К чему, может быть, к какому развороту события нужно быть готовому? Вот смотрите, вам нужно будет привести это точно мысли в порядок. Обязательно уравновесить где-то режим труда и отдыха. По этой карте мы берем паузу, возможно, и для вас в каком-то отрезки вашей деятельности, потому что мечи, тут мы что-то будем передумывать, может быть, что-то и переигрывать, но, может быть, не обязательно как бы ситуация покоя, да, как вот по этой карте нам показано, но мы складываем оружие, мы с кем-то не спорим, мы не устраиваем противостояние, вот, наверное, самое главное, именно складываем оружие, потому что мы себя сохраняем. Вот маг, он никогда ни с кем не спорит. Он вообще никому ничего не доказывает. Он умеет отходить полшага назад или какое-то свое пространство, когда он просто подумает, как он переиграет эту ситуацию. Вот вам придется что-то переигрывать, будьте к этому готовы. И семерка мечей уже вам переворачивалась. Нужно быть и мудрее, и хитрее, к чему все идет. Вам нужно сохранять собственное солнце. Вам не замечтаешься. Будет именно солнце, ваше благополучие стоять на кону. И не будут люди вдруг, они не перестанут пытаться манипулировать или пытаться хитрить. Или вы еще столкнетесь тоже с такими хитрецами, манипуляторами. Поэтому для вас ведь это карта вора. Поэтому для вас, может быть, для кого-то карта говорит конкретно: возьми и проверь пароли аккаунтов. Или проверь пароли платежных систем. Меняй их периодически. Ну, давайте так, перейдем в нашу цифровую эпоху. Сохраняй себя. Не только буквально сумочки, кошельки, вот то, что в нашем материальном мире, но тем не менее, если мы говорим даже об электронных деньгах, да, или те, которые у нас на карточках, на счетах хранятся, через платежные сервисы мы как-то взаимодействуем. Ну, в руках-то мы их не держим, а деньги-то ваши. Вот здесь есть мечи, пространство, эфир, интернет. Тут есть тоже опасность, мои дорогие. Поэтому держите-ка вы руку на пульсе. На кону, правда, солнце. И если вы чего-то не знаете, вот четверка мечей, тут не только мысли в порядок, а может быть, нужно что-то и доизучить, к чему все идет. Вас жизнь, мои дорогие, готовит к тому, что, ну, вот какие-то сюрпризы, они не заканчиваются. Ладно, что еще? Ну, пажи, паж монет, пажи все это вестники. Будут еще какие-то новости. И вам придется свою финансовую стратегию, тактику еще раз пересматривать. По этой карте мы учимся все пажи, прилежные ученики, особенно паж Пентаклей, который вам выпал. Тут действительно адаптироваться вам придется к какой-то ситуации, потому что и еще какая-то новость будет. Вообще тут новостная палитра такая, что скучать некогда, точно. Смотрите, два пажа, две новости и два как будто момента адаптации, обучения. Мы можем сами изменить собственные планы. Будьте готовы корректировать как и самих себя, так и где-то ваше мировоззрение, мировосприятие, потому что мы иногда меняем даже направление. Мы думали одно, тут мы понимаем, ну, может быть, мы к чему-то и привыкли, а это не может служить каким-то либо прогрессом, либо я не вижу продолжения, или я не вижу смысла. Вы тут сами будете что-то переигрывать, менять. Именно потому, что вы новости будете получать и сами будете адаптироваться еще к какой-то ситуации. Или адаптировать работу, адаптировать ваш бизнес, личную жизнь. И этого я тоже не исключаю. Ладно, давайте посмотрим, к чему же это все идет по тройке мечей. Интересный у нас с вами расклад. И аркан император. Вы знаете, ваши позиции должны быть усилены. Вам придется действительно взаимодействовать с людьми, которые стоят на другой ступени лестницы иерархии. Или мы говорим сильными мира сего. Карта император. Будут меняться законы.
и вам вписаться в эти изменения в законов. Может быть, это будет необходимо. У кого-то из вас, ну, какие-то дела стоят, может быть, на кону даже в суде или в согласованиях высоких. И когда вам, может быть, и передвигаться по учреждениям, организациям придется, и не раз, не единожды, переписывая или пересоставляя какие-то документы, вот будьте к этому готовы. Тут действительно одна как будто новость приходит, следом другая. Это может быть где-то и даже противоречивая. Вот почему вам нужен или этот запасной аэродром, или пространство, как будто я отступить должен, да? Не выносить вот сейчас кому-то или не говорить твердое «да» или «нет», а учиться себя сохранять, ну вот как заново, в новых условиях, в новых энергиях, при новых обстоятельствах. И тут ну как ты тут замечтаешься? Семерка мечей ни разу невозможно. Так более того, тут и на более, скажем, ну, на нашем привычном уровне, или люди, которые, может быть, мы их даже не видим, да, это вот через письма на имейл, может быть, или то, что означают наших соседей, или какой-то привычный круг. И тут тоже могут быть такие, ну, какие-то хитрики. Но тут ведь еще и внешне еще что-то меняется, как какое-то изменение системы по аркану император проходит именно система, тоже сама по себе. И мы говорим, у вас тут именно по пентаклям, по финансам некоторые позиции есть, поэтому, может быть, и вам придется адаптироваться. Но, может быть, вы и столкнетесь с конкретным человеком, когда точно собой рисковать нельзя. Мне очень хочется достать карту совет. Совет вам. Опять учись. Удивительное. Вот редко очень, когда одной как бы масти, да, пажи, и выпадают в одном раскладе. Аж трое вообще. И по пажу жезлов мы тут окончательно с чем-то определяемся. Как будто куда мы идем? Направо, налево. И это мы уже знаем, что мы будем учить, но это также еще и означает, опять же, какую-то новость. Вот посмотрите, 3 новости, к чему все идет. И карта нам говорит, и еще одна будет. То есть это пусть как совет, но ты должен будешь с этим как-то правильно взаимодействовать. Но по пажам это обязательно новое направление. С чем это связано? Выход из какого-то застоя, из какой-то паузы, окончательной, наверное. С чем это связано? Вот смотрите опять, иллюзорного успеха карта. Или когда мы не должны замечтаться. Опять вот посмотрите, приготовьтесь, мои дорогие, что в ближайшее время, видимо, ждет нас с вами какой-то водоворот информационный. Может быть, даже информационный хаос. Вполне такое могу предположить. Потому что доверяй, но проверяй, это все-таки будут самые правильные, ну, наверное, наши энергии. Мы можем поддаться, знаете, может быть, мы столкнемся с людьми, которые нас либо будут уговаривать на что-то, либо могут быть какие-то льстивые речи, которые вроде и приятно слышать, а нам тоже нужно не замечтаться. Здесь нельзя подзастрять, как и по тройке мечей, но и замечтаться-то вот никак нельзя. Ну, правда, мы с вами стоим на пороге каких-то очень глобальных перемен. Ну, наверное, как по аркану Луна. Прежде чем ты вот какой-то свой путь выстроишь, ты как исследуешь новую землю без карты. Вот такие нам советы. Искусство мелких шагов. И как будто по аркану-то Луна, ведь всегда Луна расположена между двух башен. И нам не то, что в какую-то башню, да, конкретно, а вот где-то посередине. Сепарация только иллюзия. Нам нужно выдержать какое-то, может быть, и ожидание, или научить держаться вот самого себя или саму себя, потому что мы еще столкнемся с периодом неопределенности. Быстро что-то не разберется. И заключительный. Но вот знаете, праздник все-таки какой-то будет, радости будут. Но необычный расклад, мои дорогие, и совершенно для меня неожиданный. Тем, что вас сейчас уже, да, что-то вас тревожит или вам что-то не нравится. Вот, может быть, поэтому и говорят у тебя, вот кто смотрит мой расклад, у тебя-то сейчас как раз более выигрышная позиция, потому что ты уже какой-то опыт накопил. И ты даже можешь делиться этим опытом. Но твои энергии, они как сейчас у мага.
но тебе может быть вот это будущее, неожиданности, много новостей, вот это точно. И причем и по сфере финансов, и по сфере, может быть, когда вы куда-то отправитесь, мы говорили с вами, перемещений, и одновременно по вашей занятости. Вы можете раз что-то переиграть, потом второй раз вам придется что-то менять. И приготовьтесь, что еще и третий, и после этого может наступить своеобразная, ну, знаете, как пауза, когда я уже не вижу, да, каких-то ориентиров, аркан Луна. Но самое главное, и не замечтаться тоже. Значит, будут такие разные энергии. Так или иначе, праздник будет. Но прежде чем мы его достигнем, нам придется быть магами и волшебниками. И никаких эмоций. Я должна сказать, что у вас эмоциональных карт практически нет. И если девятка кубков – это карта эгоиста, я ее иногда называю девятка кубков, это когда у человека все есть, когда он сохраняет и достаток, и свой дом, или решает эти вопросы, своих любимых, близких, может быть, где-то и оказывает содействие, но тут все максимально на сохранение. Наверное, из самых таких приятных кубковых карт, как вот радость, да, я сказала, это вот рыцарь кубков. А так вот эти кубковые карты, которые, ну вот еще четверка, это наоборот эмоциональный какой-то застой. А остальные-то ведь они более все конкретные. И мечевые, когда необходимо. Ну, так вот реально оценить, что же происходит вокруг. Видимо, для вас это важно. И нас еще не привели к какому-то знаменателю карты. Значит, будьте внимательны, мои дорогие. Где-то в ближайшее время нам не получится прояснить полностью как внешнюю какую-то ситуацию. Мы с вами на пороге перемен. И все будет меняться, и оно продолжится в этих переменах. И иногда могут быть метаморфозы, но научиться сохранять себя и свои приоритеты. Вот по этой карте Солнца наша задача. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Буду благодарна вашим комментариям. Я с удовольствием их читаю, если я не отвечаю, но просто надеюсь на понимание. Крайне не хватает времени, это правда. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.